Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня достала кучу обрезков, в основном тут льняные, но попадаются и хлопковые. И я решила сегодня шить из этих обрезочков. Это из ателье моей подруги. Видимо, у них был заказ, они шили что-то такое. И я это все буду использовать в сегодняшней своей работе. Я взяла прямоугольник ткани, это где-то 40 на 30 сантиметров, и буду свои полоски сюда нашивать. Сейчас покажу поподробнее. Я нашла серединку своей заготовки и положила вот полосочку. Это у меня, я не знаю, какой-то синтетический, может быть, материал, может быть, с добавлением хлопка. Он тянулся, я его кусочками дублерина продублировала. Она у меня шириной 4 сантиметра. Остальные полосочки я все вырезала вот такие вот. Они немножечко уже с этой стороны сверху и расширяются к низу. Я специально не мерила ничего, просто на глазок так вот разрезала, чтобы не сильно заморачиваться. И буду эти полосочки пришивать к основе. Просто выложу сейчас, чтобы вы видели, да, что у меня будет. И я буду пришивать. Но сначала складываю их лицом к лицу и к заготовке. Скалываю булавочками. Как мы шьем крейзи квилт по основе, точно так же, но только я буду шить по основе полосочки. И вот так вот прострочу. Прострочила, булавочки снимаю и отглаживаю все, чтобы у меня лежало ровненько. Беру следующую полоску. И я вот узким краешком складываю поближе сюда. То есть мне не надо вот так, а мне надо вот так, чтобы видно было это расширение. Опять также скалываю и строчу. И вот здесь вот также продолжая. Сначала в эту сторону полоски пришиваю, потом в эту сторону вниз. Вот такая получилась у меня заготовка. И я после того, как ее сделала, поняла, что я ее сделала больше, чем мне нужно. И я вот сейчас по 4 сантиметра с каждого края уберу. Вот так вот просто обрежу. С этой стороны 4 сантиметра. И с этой стороны тоже 4 сантиметра обрежу. Красивые обрезочки, их надо будет куда-то использовать. Вот такая у меня остается. Все равно красивая. Девочки, я буду делать сумку, но вот эта заготовочка, которую я сделала, она какая-то, вот мне показалось, что она не очень плотненькая. И поэтому я решила ее еще уплотнить, сделать сэндвич с ней и простегать. Я сколола заготовку по краям и я буду ее стегать. А стегать я буду посередине каждой полосочки. Сверху вниз, вот так. Я опять же не отмечаю ничего, не меряю, просто на глаз. Вот, все расчертила. Вот здесь, где у меня тоненькие полосочки, я просто в шов в них буду стегать. Для стежки я выбрала вот такие вот нитки, чтобы они у меня сочетались с любым цветом из моих выбранных. Я думаю, что вот эти хорошо подойдут. Ну и начинать буду, конечно, с центральной сначала, и потом вот в разные стороны идти, стегать, чтобы все было равномерно. Я выровняла свою заготовку после стежки и проглаживаю ее, во-первых, для того, чтобы немножечко уплотнился синтепон, а во-вторых, для того, чтобы у меня исчезли мои следы от ручки исчезающей. Вот так в результате получилось, простеганная. Я думаю, что ничего, нормально получилось. И я эту заготовку теперь откладываю в сторонку, пока это будет передняя часть моей сумки. А я уже сколола сэндвич для задней части своей сумки. И я хочу сказать, его я сделала побольше, чем вот этот вот. Смотрите, прям вот сильно заметна разница. Потому что я думаю, что так как я его буду стегать более плотно, чтобы у меня не получилось, что он уменьшился во время стежки и стал меньше передней части. Мне бы так не хотелось, поэтому я его сделала побольше. И я буду его стегать двойной иглой.
Вот она у меня. Но, по крайней мере, я хочу попробовать. Ставится она, устанавливается на машинку точно так же, как и обычная иголка. Просто заправляются нитки с двух сторон. Две катушки с верхних используются, нижняя, как была одна шпулька, так. Я уже делала одно видео про двойную иглу. Я ссылочку оставлю в описании. Я буду строчить ровные строчки вот эти вот, но двойной иглой. Я прострочила. Вот. И я теперь опять буду проглаживать, чтобы карандаш, ну, то есть ручку мою, чтобы она исчезла. Так вот получается. И теперь то же самое я буду вот перпендикулярно этим линиям, чтобы у меня в результате получились здесь клеточки. Простегала в обратную сторону. Тоже проглаживаю, чтобы убрать следы ручки. Вот так выглядит полотно. По-моему, благодаря этой двойной игле очень симпатичные получились строчки. Получается у меня вот передняя часть сумки, задняя часть сумки. Здесь я сделаю кармашек, снимать не буду, потому что, ну, обычный простой кармашек со складкой. Я делала такое видео уже. И я оставлю ссылочку в описании. И я сделала вот такую вот, простегала длинную деталь. Это у меня будет дно и боковые стороны моей сумки. Я не стала показывать, потому что, ну, просто обычной я строчкой стегала, тоже с синтепоном. Девочки, кто не знает, как найти описание, мне часто спрашивают, обвиняют, что я ссылки не оставляла. Под видео, вот экранчик, где вы смотрите, там прям под правым нижним углом маленькая серенькая галочка. Вот если вы на нее нажмете, откроется описание к видео. Вот такой сшила карман со складочкой. Вот сзади он у меня наполовину из подкладки, наполовину часть вот из льна сделала, потому что здесь вот выглядывает. А так как у меня льна немного, кусочки коротенькие или узенькие отрезочки, то вот я так сделала. И я уже закруглила нижнюю часть сумки и на задней стороне, и на передней. И я буду сшивать между собой детали. Я уже показывала, да, и складываю, нахожу серединку на детали. Точно так же складываю, нахожу серединку на боковой детали. И от серединок начинаю пришивать к краям. Сделаю и покажу. Я уже сшила таким же образом подкладку. Тоже сделала с кармашком на молнии. И потихоньку подбираюсь к окончанию своей работы. Кроме того, я уже сделала ремень. Куда-то я хотела из этих разноцветных кусочков, которые у меня остались, но я их куда-то потеряла, пока шила, уже все перерыла вверх дном, но не могу найти. Так что ремень вот однотонный. Ну, может быть, это и к лучшему. Вот посмотрите, я сшила всю сумку, лицевую часть переднюю. Я уже пришила шлевочки, чтобы уже потом про них не забыть, для ремня. И вот сюда я буду эту аппликацию, которую я показывала, заготовочку, я уже подрезала ее, чтобы она была закругленная. И я к ней пришила, не пришила еще, а только приколола петелечку, потому что я сделаю пуговичку еще, чтобы застегивалась на пуговичку. И обработаю ее косой бейкой. Я не буду делать здесь еще какую-то... Ну, хотела сначала еще тканью здесь закрывать, а потом подумала, что, ну, в принципе, простеганная выглядит прилично. Пусть и будет так. И вот я сейчас косую бейку пришью. Пришила косую бейку. С изнанки вот так выглядит. Ну и все, буду собирать сумку. И, девочки, я хочу пришить сначала вот эту свою, вот этот свой клапан, то, что у меня будет застежкой. Для чего? Для того, чтобы когда я вот закрою, чтобы я поняла, где у меня будет петелька, куда мне пуговицу пришить. Потому что пуговицу мне надо пришить до того, как я пришью подкладку. Вот изнутри я хочу. А потом уже соберу всю сумку и покажу результат. Все, готова моя сумка. Внутри выглядит, ну, просто один кармашек на молнии. Сзади кармашек. Расстегана двойной иглой. Пришлось сходить в магазин, пуговичку купить специально, потому что никакие из моих не подходили. И я решила, что вот эта зелененькая лучше всех подойдет. Я несколько разных купила, примерила, прикинула. Но только эта, по-моему, больше всего подошла. Кто интересовался
сердцевинки в цветочках я вот так вышила, потому что попробовала французские узелки делать, как-то некрасиво получалось, и решила просто вышить. Пишите свои комментарии, если вам нравится эта сумка, ставьте лайк. Конечно, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.